Приветствую тебя, дорогой подписчик! На моем канале будет много интересного контента. Подписывайся, ставь палец вверх и оставляй комментарии. Город выпил Илью досуха. В 45 лет он обнаружил себя стоящим посреди пустой квартиры, где эхо от шагов казалось громче собственного пульса. Развод прошел цинично и буднично, оставив после себя лишь кипу бумаг и липкую серую депрессию, которая лишала еду вкуса, а утро — смысла. Илья собрал вещи, только самое необходимое, и уехал в деревню. Дедов дом в глуши Тверской области стоял на самом краю леса. Старый сруб покосился, забор зарос ивняком, а внутри пахло пылью и сухими травами. Но именно это ему было нужно. Первые месяцы прошли в механическом труде. Он чинил крышу, латал забор, колол дрова до кровавых мозолей, стараясь заглушить гул в голове. Тишина здесь была не пустотой, а плотной субстанцией. Она давила на уши, заставляла прислушиваться к скрипу половиц и завыванию ветра в печной трубе. Постепенно городская суета начала вымываться из его жил. Он перестал вздрагивать от отсутствия уведомлений в телефоне и научился различать оттенки заката. Зима пришла внезапно, укрыв мир тяжелым белым одеялом. Илья жил затворником, изредка выбираясь в магазин за солью и спичками. Местные смотрели на него косо, угрюмый городской не искал компании. После трехдневной метели лес замер. Илья вышел за дровами, решив углубиться чуть дальше привычной просеки, где ветер повалил старую березу. Снег доходил до колена, идти было тяжело. Вдруг воздух прорезал звук. Это не был вой волка или крик птицы, это был хриплый, надрывный стон, в котором слышалась запредельная боль. Илья замер. Разум шептал: «Поворачивай назад. В лесу раненый зверь опаснее вдвойне». Но ноги сами несли его на звук. Под лапами столетней ели, в глубокой яме, занесенной снегом, он увидел ее. Крупная рысь с кисточками на ушах металась в агонии. Ее задняя лапа была намертво зажата в старом ржавом капкане, незаконном и варварском наследии браконьеров. Снег вокруг был пропитан багровым, превратившись в ледяную корку. Зверь оскалился, обнажив клыки, но в глазах рыси, огромных и янтарных, Илья увидел не ярость, а обреченность. Она уже не боролась, она прощалась. «Тише, девочка, тише», — прошептал Илья, медленно снимая куртку. Он знал, что рискует. Один удар когтистой передней лапы, и он останется здесь навсегда. Но вид искалеченного животного отозвался в нем такой острой болью, словно капкан захлопнулся на его собственном сердце. Он использовал тяжелую слегу как рычаг. Рысь рванулась, издав душераздирающий вопль, и затихла, потеряв сознание от боли. Раскрыв челюсти капкана, Илья увидел ужасное. Кость была раздроблена, ткани превратились в месиво. Он быстро перетянул лапу жгутом из ремня, укутал обмякшее тело в куртку и, кряхтя от тяжести, взвалил зверя на плечи. Он уже развернулся к дому, когда заметил движение в зарослях. Из-под веток выкатились 3 пушистых комочка. Рысята. Совсем маленькие, они не убежали. Они стояли, прижавшись друг к другу, и смотрели на человека круглыми, испуганными глазами. «Идите за мной», — хрипло сказал Илья. «Если останетесь здесь, замерзнете». Он пошел к дому, спотыкаясь и задыхаясь, и 3 маленьких теней молча, след в след, побрели за ним по глубокому снегу. Дома начался ад. Илья устроил лежанку в теплых сенях, примыкающих к кухне.
Он вспомнил все, чему его учил отец-ветеринар, чье наследие он когда-то отверг ради карьеры юриста. Первые 3 суток он почти не спал. Рысь приходила в себя, рычала, пыталась впиться зубами в его руки, когда он промывал рану. Илье приходилось связывать ей морду мягким полотенцем, чтобы просто сменить повязку. Он поил ее теплым мясным бульоном через шприц, шептал какие-то нелепые успокаивающие слова. Рысята сидели в углу, наблюдая за каждым его движением. Они были голодны и напуганы. Илья поставил им миску с разведенным молоком и мелко нарезанным мясом. Он принял тяжелое решение — не подпускать малышей к матери, пока та в лихорадке. Она могла нечаянно придавить их или укусить в бреду. Видеть, как котята жалобно пищат, а мать пытается дотянуться до них перебитой лапой, было невыносимо. «Потерпите», — уговаривал он их. «Ей нужно окрепнуть». На 5-й день жар у рыси спал. Она впервые посмотрела на Илью не как на врага, а как на досадную, но необходимую часть своей новой реальности. В этом взгляде появилось узнавание. Жизнь в доме изменилась. Тишина сменилась мягким топотом лап и коротким урчанием. Котята освоились быстро. Илья, сам того не замечая, начал с ними разговаривать. Самый смелый, который первым решился подойти к руке человека, получил имя Огонек. Он был заводилой, постоянно пытался развязать шнурки на ботинках Ильи и бесстрашно прыгал на веник. Второй, сероватый и тихий, всегда держался в тени мебели. Его назвали Сумрак. Он был наблюдателем, расчетливым и осторожным. Третий же поражал своей внимательностью. Он мог подолгу сидеть у окна, глядя на падающий снег, или замирать, слушая дыхание Ильи. За эту легкость и чуткость он стал ветром. Забота о них вытеснила из головы Ильи мысли о прошлом. Ему некогда было рефлексировать. Нужно было топить печь, искать свежее мясо у охотников в соседнем селе, следить за чистотой повязок. Впервые за годы он чувствовал, что его существование имеет прямой, физически ощутимый смысл. Если он не встанет утром, они умрут. Эта простая арифметика возвращала его к жизни. Однажды вечером, когда Илья сидел у печи, рысь, он назвал ее Тайгой, впервые позволила котятам подойти к себе. Она долго вылизывала их, а потом перевела взгляд на Илью и тихо, едва слышно, мурлыкнула. Это был высший знак доверия. В ту ночь Илья впервые за долгое время уснул без кошмаров. К марту Тайга начала прихрамывать на 3 лапах, 4-я зажила, хотя когти на ней уже не выпускались так стремительно, как раньше. Рысята превратились в крепких подростков. Дом стал для них тесен. Они точили когти о деда в комод и устраивали засады на Илью из-за занавесок. В деревне поползли слухи. Сосед, дед Савелий, однажды заглянул в окно и в ужасе отшатнулся, увидев на кухонном столе дикую кошку. «Ты что, Илья, белины объелся?» — выговаривал он ему через забор. «Это ж зверь! Задерет тебя ночью, и не пикнешь. Да и скотину народ побоится выпускать, как тепло придет. Сдавай их в зоопарк, пока беды не вышло». Илья понимал. Время пришло. Лес звал их. Тайга все чаще сидела на крыльце, втягивая ноздрями запах талого снега и пробуждающейся земли. Апрельским утром, когда солнце впервые по-настоящему пригрело почерневшие сугробы, Илья открыл калитку. Тайга вышла первой. Она остановилась на границе леса, оглянулась. Огонек, Сумрак и Ветер замерли рядом с ней. «Ну, идите». Голос Ильи дрогнул. «Берегите себя». Тайга сделала шаг к нему, ткнулась лбом в его колено, жест, который он запомнит на всю жизнь, и растворилась в тенях деревьев. Малыши, ставшие уже почти взрослыми зверями, последовали за ней.
Дом оглушил Илью пустотой. Он зашел внутрь, собрал миски, подмел клочки шерсти. Было больно, но это была правильная боль. Не от потери, а от завершенности. Спустя 2 недели Илью свалила болезнь. Сказались бессонные ночи, промокшие ноги во время заготовки дров и застарелый стресс. Лихорадка была тяжелой. Он лежал в темноте, не в силах дотянуться до стакана воды. Сознание путалось. Ему казалось, что он снова в городе, в той самой пустой квартире, и никто не придет на помощь. Третьей ночью, когда жар достиг пика, он услышал звук. Царапанье. Настойчивое, знакомое. С трудом сползши с кровати, Илья добрался до двери и откинул щеколду. На пороге в лунном свете стояла тайга. За ее спиной, как тени, высились 3 ее детей. Они вошли в дом без приглашения. Тайга подошла к кровати, запрыгнула на одеяло и легла рядом, прижавшись мордой к груди человека. От нее пахло хвоей, холодом и свободой. Огонек и сумрак устроились в ногах, а ветер сел на подоконнике, неся стражу. Илье стало тепло. Не от жара болезни, а от живого пульсирующего тепла существ, которые вернули ему долг. В ту ночь он пропотел и заснул глубоким, исцеляющим сном. Утром, когда он открыл глаза, лихорадка ушла. Звери исчезли, оставив лишь примятое одеяло и несколько рыжих шерстинок. Прошло 2 года. Илья больше не думал о возвращении в город. Он стал другим. Его лицо обветрило, взгляд стал спокойным и глубоким. Летом тайга вернулась еще раз. Она привела к его дому новый выводок — 2 крошечных рысят. Она не просила еды. Она просто привела их показать место, где живет друг. Они провели ночь в старом сарае, который Илья специально утеплил и переоборудовал в своего рода лесной приют. Наутро они ушли, оставив на пороге задавленного зайца лесной подарок. Илья часто сидит на крыльце по вечерам. Он больше не боится одиночества. Глядя на темную стену леса, он знает, что там, среди деревьев, бродят те, чьи жизни переплелись с его собственной. Он понял главную истину, которую не преподавали на юридическом факультете. Одиночество — это не когда ты один. Это когда в твоей жизни нет смысла, ради которого стоит вставать по утрам. Смысл не нужно искать в великих свершениях или карьерных лестницах. Иногда он прячется в ржавом капкане, в янтарных глазах лесного зверя или в возможности протянуть руку тому, кому больно. Илья нашел свой смысл, и теперь, засыпая под шум сосен, он знает, тишина больше не пугает его. Она наполнена дыханием живого леса.